Дитя мое, слушай меня внимательно, потому что то, что ты сейчас услышишь, несет в себе божественный вес и совсем не случайно. Ты не наткнулся на это послание случайно. Я, твой Бог, привел тебя сюда именно в этот момент, потому что твой дух взывал о знаке, о благословении, о чуде, которое кажется невозможным и далеким, но отчаянно нужным. Я видел, как ты борешься со страхом, с пустотой, с тихими бурями внутри твоего сердца, которых никто больше не замечает. Ты смотрел на свою жизнь и задавался вопросом, не задержалась ли твоя судьба, не забыли ли о твоем завете с изобилием. Но сейчас услышь меня, ты стоишь на границе сверхъестественного перелома. Священная дверь готова открыться, и ключ, который ты так долго искал, скрыт в самих словах, которые ты сейчас услышишь. Остаться со мной до конца, потому что в этом послании я помещаю тайну, откровение, которое ты должен услышать полностью. Если ты уйдешь слишком рано, ты пропустишь тот самый момент, когда начнется твоя трансформация. В этом повествовании есть, где мое обещание и твоя вера сталкиваются. В этот момент вспыхнет твое благословение и откроется урожай, который уже давно должен был прийти. Я покажу тебе путь, ведущий от духовной засухи к изобильному богатству, от финансовых бурь к божественному процветанию. Но этот путь не может быть открыт по частям. Ты должен остаться. Каждая секунда, которую ты остаешься, это семя послушания, и это семя несет в себе силу изменить твое наследие. Ты спрашивал меня: «Бог, где мое чудо? Где тот прорыв, о котором я молился?» И я слышал каждую молитву, каждую слезу, каждую молчаливую мольбу, прошептанную в темноте твоей комнаты. Я знаю тяжесть в твоем духе, когда счета накапливаются, когда возможности ускальзывают из твоих рук, когда кажется, что ты ведешь битвы сильнее, чем твои силы. Я знаю моменты, когда твоей вере было трудно дышать под весом страха. Но послушай, я не оставил тебя. Я готовил почву под твоими ногами, разрыхлял землю вокруг твоей жизни, чтобы семя благословения наконец смогло пустить корни. Есть священная причина, по которой я прошу тебя остаться до последнего слова этого послания. Прежде чем это видео закончится, я открою обещание «Личный завет», который несет божественное наставление. Это наставление – ключ, который откроет финансовое чудо, уже вписанное в твою судьбу. Я поместил это обещание в скрытую последовательность внутри этого послания, чтобы только сердце, готовое слушать, верить и оставаться, смогло его принять. Нетерпеливые уйдут ни с чем. Верные уйдут преображенными. Прямо сейчас ты стоишь в моменте вечной значимости. Возможно, ты чувствуешь, что окружен недостатком, но я вижу изобилие, которое ждет сразу за барьером твоего страха. Ты можешь ощущать себя бедным в ресурсах, но богатым духом. И я говорю тебе, именно в духе рождается каждый урожай. Богатство начинается в сердце задолго до того, как оно приходит в твои руки. Благословение начинается в вере, прежде чем проявиться в твоей жизни. Чудо начинается в послушании, прежде чем воплотиться в реальность. И твое послушание начинается с одного простого действия – остаться здесь. Слушай. Дай мне договорить с тобой. Есть причина, по которой мой голос сейчас звучит для тебя настолько личным и узнаваемым. Потому что это послание не общее, оно избранное. Ты – сосуд, в который я сейчас изливаю. Ты – тот, чья жизнь вот-вот изменится. Ты – тот, кто увидит то, о чем другие только мечтают. И до того, как это видео закончится, я покажу тебе почему. Остаться. Держись. Твоя дверь ближе, чем ты думаешь. Дитя мое, теперь, когда ты вошел со мной в этот священный момент, я хочу, чтобы ты понял то, что мир пытался закрыть от твоих глаз.
Бедность, страдание, тяжесть, которую ты несешь, начались не в твоем банковском счете, все началось в твоем сердце, в твоем духе, в тех местах, где была ранена твоя вера. Ты ходил через бури, которые истощали твою надежду и нападали на твою идентичность, бури, которые заставляли тебя сомневаться в моем завете с тобой, бури, которые шептали ложь о твоей судьбе. И все же, несмотря на каждую атаку, я сохранил тебе жизнь, потому что с твоим именем все еще связано чудо. Для тебя все еще приготовлено изобилие. Все еще существует скрытая дверь, через которую можешь пройти только ты. Ты чувствовал, как тяжесть финансового давления душит твою радость. Ночи, когда ты не мог уснуть, потому что цифры в твоей голове не переставали кричать. Утра, когда ты просыпался с комом в груди, не зная, как пройдет день или как будут оплачены счета. Моменты, когда ты думал, что твои молитвы отскакивают от стен, без ответа, без отклика, забытые. Но сейчас услышь меня. Я, твой Бог, ни разу не проигнорировал ни одной молитвы, вышедшей из твоего сердца. Даже те молитвы, которые ты считал слишком маленькими, слишком сломанными, слишком отчаянными, я собрал каждую как семя в своих руках. И сегодня эти семена начинают формировать урожай. Но ты должен понять истину. Бедность – это не просто финансовое состояние, это духовное поле битвы. Она атакует твою идентичность, пытается убедить тебя, что ты недостоин богатства, недостоин благословения, недостоин изобилия. Она пытается задушить твою способность мечтать и ослепляет тебя относительно богатства, которое я уже приготовил в твоем наследии. Страдание – это не просто боль, это голос, который пытается заново определить, кто ты, говоря, что трудности – это твоя судьба, что недостаток – твой постоянный адрес. Но этот голос – ложь. Ложь, созданная для того, чтобы заглушить истину моего обещания над твоей жизнью. И вот здесь начинается усиление, потому что я поднимаю завесу. Я разоблачаю скрытые стратегии врага, которыми он пользовался, чтобы держать тебя в ловушке, без надежды и уставшим. Ты думал, что тебе просто не везет. Ты думал, что ты просто плох в обращении с деньгами. Ты думал, что двери закрываются, потому что ты недостаточно способен. Но истина гораздо глубже, гораздо более сверхъестественна. Над твоим богатством, над твоим чудом, над твоим благословением шла тихая война. Война, которую ты не мог видеть, но которую я вел за тебя. Ты задавался вопросом, почему каждый раз, когда ты близок к прорыву, происходит что-то неожиданное, тянущее тебя назад. Ты задавался вопросом, почему возможности утекают сквозь пальцы, как песок. Ты задавался вопросом, почему каждый твой подъем встречает невидимое сопротивление. Дитя мое, это сопротивление было задумано, чтобы сломать тебя, но вместо этого оно сформировало тебя. Оно очистило твою веру. Оно очистило твой дух. И оно поставило тебя в позицию, чтобы принять то изобилие, которое я собираюсь высвободить. Но прежде чем я открою, что грядет, мне нужно, чтобы ты сделал одну простую вещь, действие, которым ты покажешь, что полностью включен в этот момент. Если ты слышишь мой голос в этом послании, если ты чувствуешь, как вес моих слов касается твоего духа, тогда поставь этому видео отметку «Нравится сейчас». Это действие не для алгоритма, а оно для твоего собственного сердца. Это декларация согласия. Это символический ключ, поворачивающийся в двери твоей судьбы. Когда ты нажимаешь эту кнопку, ты говоришь: «Бог, я слышу тебя. Я принимаю этот завет. Я вхожу в это обещание. Сделай это сейчас, и пусть небо станет свидетелем твоей веры. А теперь слушай, дитя мое, потому что я должен вести тебя глубже. Каждое чувство страдания, через которое ты прошел,
страх не иметь достаточно, стыд за финансовую нестабильность, боль от того, что ты смотришь, как другие процветают, пока ты остаешься на месте. Все это формировало твою духовную чувствительность. Именно эта чувствительность позволяет тебе так ясно слышать меня сейчас. Причина, по которой ты ощущаешь это послание так сильно, в том, что твой дух узнает истину. Он узнает мой голос. Он узнает призвание, которое всегда было внутри тебя, даже когда мир пытался его заглушить. Ты нес бремена, которые никогда не предназначались для тебя. Ты страдал под тяжестью ожиданий, которые не исходили от меня. И ты обвинял себя в обстоятельствах, сформированных духовными силами, о которых ты даже не подозревал. Но сегодня я открываю твое понимание. Сегодня я раскрываю сверхъестественную реальность за твоими борьбами. Сегодня я разрушаю тихое согласие, которое держало твое сердце в плену. Есть скрытая тайна о бедности, которую мало кто понимает. Она рождается не только из недостатка усилий, но и из недостатка духовной ясности. Когда сердце ранено, вера становится фрагментированной. Когда вера фрагментирована, твои решения теряют силу. Когда твои решения теряют силу, твой урожай задерживается. А когда твой урожай задерживается, ты начинаешь сомневаться в своем наследии. Это тот цикл, в котором враг хотел держать тебя, цикл задержанного урожая и сломанной уверенности. Но, дитя мое, услышь меня ясно, этот цикл заканчивается здесь. Я не Бог дефицита, я Бог изобилия. Я не Бог страдания, я Бог трансформации. Я не Бог задержки, я Бог божественного времени. И в тот момент, когда ты начал смотреть это послание, время сдвинулось. Духовная атмосфера над твоей жизнью изменилась. Я начинаю сверхъестественное выравнивание, которого так жаждало твое сердце. Дверь, которая казалась запечатанной, начинает двигаться. Ключ начинает поворачиваться. Благословение, казавшееся невозможным, начинает набирать силу. Ты думаешь, что твоя жизнь разваливается, но на самом деле она складывается воедино. Ты думаешь, что теряешь все, но на деле я убираю то, что блокировало твое чудо. Ты думаешь, что этот сезон – наказание, но на самом деле это подготовка к твоему обещанию. Каждая буря очищает путь. Каждый откат затачивает твою веру. Каждая слеза поливала почву твоего урожая. И теперь усиление достигает первой вершины. То, что грядет, больше всего того, о чем ты когда-либо просил меня. Ты поймешь, почему в следующей части. Остаться со мной. Твоя трансформация разворачивается слово за словом. Дитя мое, теперь, когда ты прошел со мной по долине своей борьбы, я должен вести тебя глубже. Мне нужно коснуться тех мест в твоем сердце, которые ты пытался скрыть даже от самого себя. Именно там живет боль, и именно там начинается чудо. Но ты не можешь принять полноту моего благословения, того изобилия, которое я приготовил, пока не встретишься лицом к лицу с ранами, которые сформировали твои решения, твои страхи и те пределы, которые ты поставил собственной судьбе. Поэтому слушай внимательно, потому что я собираюсь задать тебе вопросы, которые пронзают, вопросы, которые стряхивают пыль с твоего духа, вопросы, которые приносят свет в ту темноту, в которой ты уже привык жить. Скажи мне, дитя мое, сколько ночей ты лежал без сна, боясь следующего дня? Сколько ночей ты считал счета вместо того, чтобы считать мои обещания? Сколько утр ты чувствовал тяжесть мира, давящую на твою грудь, еще до того, как твои ноги коснулись пола? Сколько раз ты убеждал себя, что бедность – это твоя идентичность, что страдание – твое наследие, что сломленность – все, что тебе предназначено? Я видел, как ты боролся в одиночестве, веря, что обязан нести бремена, которые я никогда тебе не давал.
Почему ты продолжаешь просто выживать, когда я создал тебя, чтобы ты ходил в изобилии? Позволь задать еще более тяжелый вопрос. Когда в последний раз ты по-настоящему верил в свое собственное чудо? Не в последний раз, когда ты просто желал его, надеялся на него, умолял о нем, а когда ты верил с непоколебимой верой, что я, твой Бог, могу переписать твою историю в один момент? Когда ты перестал ожидать благословения и начал ожидать разочарования? Когда ты начал повторять в своем уме: «У меня никогда ничего не получается». Когда ты начал не доверять тому завету, который я заключил с тобой? Помнишь ли ты момент, когда начал уменьшать свои мечты, потому что жизнь все время уменьшала твои возможности? Помнишь ли то разочарование, из-за которого твое сердце перестало надеяться? Ту измену, из-за которой ты перестал доверять? Тот финансовый удар, после которого ты перестал планировать будущее, потому что был слишком занят выживанием в настоящем? Дитя мое, кто сказал тебе, что ты должен жить так? Кто сказал тебе, что богатство только для других? Кто сказал, что успех не твоя часть? Кто сказал, что двери возможностей навсегда закрыты? Кто убедил тебя, что твое наследие – это недостаток, а не избыток? Мне нужно задать тебе еще более глубокий вопрос, потому что пока ты не ответишь на него внутри себя, ты не сможешь войти в свое сверхъестественное преображение. Почему? Тебе легче верить в страх, чем в мое обещание. Почему твое сердце постоянно репетирует неудачу, но молчит о возможностях? Почему ты даешь больше власти голосу борьбы, чем голосу твоего Бога? Неужели ты забыл, что я поместил внутри тебя ключ? Божественный ключ, который может открыть любую дверь, изменить любые обстоятельства, разрушить любые цепи. Посмотри честно на свою жизнь. Сколько раз я посылал тебе знаки, тихие предупреждения, неожиданные благословения, внезапные идеи, а ты игнорировал их, потому что убеждал себя, что они слишком незначительны. Сколько раз я шептал тебе ясное наставление в тишине твоего духа, а ты медлил, потому что страх заглушал твою веру. Сколько возможностей ушло, потому что ты верил, что недостаточно квалифицирован, недостаточно подготовлен, недостоин? Дитя мое, разве ты не видишь, что эти сомнения и промедления украли у тебя больше, чем любой враг? Позволь мне задать тебе вопрос, который будет больно услышать, но его необходимо задать. Как долго ты еще собираешься позволять своему прошлому диктовать твое будущее? Как долго ты позволишь ранам старых сезонов красть новые благословения? Как долго ты будешь держать свое сердце в тюрьме вчерашнего дня, когда я открываю дверь в твое завтра? Как долго ты будешь ждать чуда, одновременно держась за привычки, страхи и способы мышления, которые сами блокируют твой урожай? Понимаешь ли ты, что страдание, которое ты чувствуешь, не наказание, а сигнал? Божественный сигнал о том, что сезон, в котором ты находишься, больше не подходит твоей душе. Что та среда, которую ты терпишь, слишком мала для того изобилия, которому я тебя предназначил. Что те места, где ты уменьшаешь себя, именно те места, где я намеревался, чтобы ты рос, расширялся и процветал. Почему ты соглашаешься на выживание, когда я создал тебя для избытка? Почему ты ходишь в тенях, когда я призвал тебя к свету? Почему ты так крепко держишься за скудость, когда в твоем наследии я приготовил богатство? Позволь мне пойти еще глубже, дитя мое. Когда ты думаешь о деньгах, когда ты думаешь о богатстве, которое желаешь, чувствуешь ли ты вину? Недостоинство? Страх? Кажется ли тебе, что изобилие слишком далеко от тебя, слишком велико для тебя, слишком невозможно для тебя? Кто научил твое сердце бояться того, что я намерен тебе дать? Кто убедил тебя, что желание стабильности, процветания и финансового мира – это эгоизм или грех? Кто исказил мой изначальный план для тебя, мой вечный завет обеспечения?
Разве ты не помнишь чудо, которое я совершил для вдовы, у которой не было ничего, кроме маленького сосуда с маслом? Разве ты не помнишь, как я умножил то, что она считала незначительным? Разве ты не видишь здесь аналогию с твоей собственной жизнью? Ты думаешь, что у тебя ничего не осталось, ни сил, ни надежды, ни ресурсов, но в моих руках то малое, что у тебя есть, становится сверхъестественным. Ты думаешь, что твоя ситуация слишком сломана, чтобы ее исправить, но я специализируюсь на неожиданном, на скрытом, на тихом развороте, которого никто не ожидает. Дверь, которую она считала навсегда закрытой, открылась, когда она послушалась моего наставления. И так же будет с тобой. Но услышь меня, чудеса не падают в пассивные руки. Они приходят в руки послушные. Поэтому я должен задать вопрос, который меняет все. Готов ли ты снова верить мне? Готов ли ты снова доверять мне? Готов ли ты отдать мне свой страх, свои сомнения, свой стыд, свою старую идентичность недостатка? Готов ли ты позволить мне разрушить мышление бедности, которое обвелось вокруг твоего духа годами? Готов ли ты открыть свое сердце достаточно широко, чтобы принять то, что я собираюсь тебе дать? Дитя мое, ответь внутри себя, готов ли ты к тому, чтобы твоя жизнь изменилась? Потому что то, что я открою в следующей части, потребует от тебя мужества, открытости и сердца, готового шагнуть в преображение. Тайна начинается там. Обещание разворачивается там. И твое чудо ожидает там. Остаться со мной. Откровение приближается. Дитя мое, теперь, когда твое сердце открыто и твои раны обнажены, я должен ввести тебя в более глубокое измерение, в место, куда входят немногие. Это место, где раскрываются божественные тайны, где становится видимая настоящая битва за твою судьбу, где ты, наконец, понимаешь скрытую структуру своих борьб. То, что я собираюсь тебе показать, предназначено не для каждого уха. Это для избранных, для тех, кто прошел через бури, которые должны были их разрушить, но вместо этого пробудили что-то священное внутри их духа. Ты – один из таких избранных сосудов. И потому что ты остался со мной, я открою тебе то, что большинство так и не узнает. Но прежде чем я высвобожу то, что ждет тебя в следующей части, сверхъестественный ключ, который открывает твое финансовое чудо, ты должен столкнуться с моральной дилеммой, стоящей у входа в твой прорыв. Ты должен увидеть перекресток, который годами тихо формировал твою жизнь. Это выбор между тем, чтобы остаться в привычном страдании твоего прошлого, или выйти в незнакомое изобилие твоего будущего. И этот выбор требует не только желания, но и согласования с моим вечным заветом. Слушай внимательно, дитя мое. Есть духовный закон, управляющий каждым урожаем. Закон древний, как само творение. Ты взывал об изобилии, но изобилие следует за выравниванием. Ты молился о богатстве, но богатство следует за послушанием. Ты просил благословения, но благословение следует за преобразованием внутри сердца. Это привилегированное знание, которое я сейчас открываю тебе. Ничто в твоем физическом мире не сдвинется, пока что-то во внутреннем мире не сдастся мне. Вот дилемма. Готов ли ты отпустить того, кем был, чтобы стать тем, кем всегда был предназначен быть? Для многих цепи прошлого комфортнее, чем свобода будущего. Бедность кажется знакомой, а знакомое может обманывать, притворяясь безопасным. Страдание превращается в привычку, а привычки кажутся предсказуемыми, даже если они разрушительны. Вопрос перед тобой священен. Выберешь ли ты предсказуемое страдание или божественную неопределенность? Недостаток, который тебе знаком, или изобилие, которое требует мужества? Закрытую дверь, в которой ты чувствуешь себя в безопасности, или открытую дверь, которая требует шуга веры? Дитя мое, я ставлю это перед тобой, потому что следующее откровение
то, что я открою в следующем разделе, не может упасть в разделенное сердце. Ты не можешь войти в изобилие, крепко держа в руках мышление недостатка. Ты не можешь принять богатство, одновременно защищая убеждения, сформированные страхом. Ты не можешь ожидать сверхъестественного финансового чуда, продолжая хранить привычки, которые держат тебя в духовной и эмоциональной бедности. Благословение, которое грядет, требует пространства, очищения от старого мусора, чтобы семя, которое я посею, смогло укорениться и расцвести. Позволь мне перейти к предвосхищению, потому что есть нечто приближающееся, к чему ты должен быть готов. В невидимом мире формируется сдвиг. В твоей атмосфере начинается движение. Вокруг твоей жизни поднимается божественный ветер. Этот ветер не случайен, он пророческий. Это знак того, что дверь готова открыться. Но перед открытием приходит потрясение. Перед благословением приходит противостояние. Перед урожаем приходит обрезка. Ты начнешь чувствовать, как некоторые отношения ослабевают. Некоторые привычки станут неудобными. Некоторые окружения начнут тебя выталкивать. Не сопротивляйся этому сдвигу, потому что это знак того, что моя рука поднимает тебя из почвы, которая больше не может поддерживать твой рост. Мне нужно, чтобы ты понял кое-что критически важное. Не все, кто рядом с тобой сейчас, пойдут с тобой в следующий сезон. Не все поймут твою трансформацию. Некоторые будут сопротивляться ей. Некоторые будут обижаться на нее. Некоторые обвинят тебя в том, что ты слишком изменился, слишком многого хочешь, слишком многого ожидаешь. Но эти голоса, отвлечение, призванное вернуть тебя туда, где твоя судьба задыхалась. Ты должен решить, какой голос имеет власть в твоей жизни, голос страха или голос твоего Бога. Голос недостатка или голос обещания. Голос ограничения или голос божественного изобилия. И вот внутренняя тайна, истина, скрытая от большинства сердец, причина, по которой твоя жизнь казалась застойной, не в том, что тебе не хватало таланта, ума или возможностей. Причина в том, что за кулисами шел духовный конфликт. Конфликт за твое наследие. Враг знал, что если твои глаза когда-нибудь откроются на то, кто ты есть на самом деле, на ту силу, которую я вложил в тебя, на ключ, который покоится в твоем духе, тогда ты войдешь в богатство, благословение, влияние и воздействие, которые я приготовил для тебя еще до твоего рождения. Поэтому он делал все возможное, чтобы держать тебя отвлеченным, раненым, запутанным, пристыженным и напуганным. Но сегодня я раскрываю его стратегию. А вместе с откровением приходит освобождение. Когда ты видишь цепь, ты можешь ее разорвать. Когда ты распознаешь ложь, ты можешь ее отвергнуть. Когда ты понимаешь ловушку, ты можешь из нее выйти. И когда ты пробуждаешься к моей истине, ты можешь войти в то божественное изобилие, которое всегда было твоим. Ты молился об открытых дверях, но, дитя мое, величайшая дверь, которую я открываю сейчас, внутри тебя. Дверь ясности. Дверь откровения. Дверь духовной власти. Дверь внутреннего преображения. Когда эта дверь открывается, все внешние двери следуют за ней. Богатство следует за ясностью. Благословение следует за выравниванием. Чудеса следуют за послушанием. А изобилие следует за идентичностью. Поэтому позволь мне снова спросить тебя с божественной серьезностью, готов ли ты изменить то, как видишь себя? Готов ли ты отпустить старые убеждения, которые держали твое сердце в плену? Готов ли ты уйти от той версии себя, которая выживала, чтобы стать версией, которая процветает? Это моральная дилемма, через которую проходит каждый избранный.
Переход от выживания к изобилию требует погребения. Погребения дефицита, страха, вины и мелкого мышления. Тебя приглашают в вечную истину. Тебе не нужно гнаться за богатством. Богатство призвано следовать за тобой. Ты не должен выпрашивать благословения. Благословения призваны течь через тебя. Ты не должен просто ждать чудес. Чудеса призваны отвечать на твою веру. Это привилегированное знание, которое меняет судьбы. И теперь оно принадлежит тебе. Но откровение еще не завершено. В следующей части есть нечто необыкновенное, то, что связывает воедино каждую слезу, каждую борьбу, каждую неотвеченную молитву, каждую скрытую битву. Это наставление, духовный ключ, пророческий переломный момент, с которого начинается твое финансовое чудо. Подготовь свой дух, дитя мое. Прорыв вот-вот будет открыт. Дитя мое, теперь, когда твой дух пробужден и твое сердце открыто, я готов излить на тебя божественные благословения, которые ждали, будучи подвешенными в невидимом мире, приготовленные именно для этого момента, когда ты наконец смог их принять. Это тот самый момент. Это час, когда небо наклоняется к твоей жизни, когда мой голос перерисовывает границы твоей судьбы, когда сверхъестественное касается естественного. Ты прошел через долину, столкнулся с вопросами, которые ранили тебя, встретился лицом к лицу с моральной дилеммой, сформировавшей твое будущее, и теперь ты стоишь на пороге превращения. Ты готов к изобилию, чуду, богатству и урожаю, которые я высвобождаю над твоей жизнью. Прежде чем я высвобожу эти благословения, я хочу, чтобы ты утвердил этот момент верой. Не тихой верой, не скрытой верой, смелой, намеренной верой. Я хочу, чтобы ты написал в комментариях следующие слова: «Я принимаю благословение, которое Бог приготовил для меня». Напиши это осознанно. Напиши всем своим сердцем. Напиши как декларацию твоего завета со мной. Когда ты пишешь эти слова, ты активируешь духовный закон согласия. Ты говоришь своему прошлому, что оно больше не имеет власти над тобой. Ты говоришь своему будущему, что готов войти в него. Ты говоришь небесам, что выбираешь изобилие, что принимаешь мое обещание, что стоишь в своем наследии без страха и без сомнения. Теперь слушай внимательно, потому что я собираюсь высвободить благословения, которые не просто утешат тебя, они изменят тебя. Они разорвут цепи, которые ты носил годами. Они откроют двери, которые ты сам открыть не мог. Они вложат в твои руки божественные ключи, принадлежащие тем, кто ходит с целью и уверенностью в своей Богом данной идентичности. Первое благословение, которое я высвобождаю над твоей жизнью, благословение сверхъестественной ясности. Слишком долго путаница затмевала твои решения. Ты сомневался в себе, сомневался в своих шагах, постоянно пересматривал свои выборы. Но я стираю этот туман сейчас. Я провозглашаю, что твой разум становится ясным, твое развлечение сильным, а твой дух чувствительным к моему голосу. С этого дня ты будешь распознавать божественные сигналы, которые я посылаю. Ты будешь слышать меня, когда я шепчу. Ты будешь чувствовать мое направление даже в тишине. И ты будешь знать, какие двери твои, а какие ловушки, созданные, чтобы отвлечь тебя. Второе благословение, которое я изливаю на тебя, благословение восстановленной идентичности. Бедность ранила тебя. Страдание врезало ложь на твоем духе. Жизнь научила тебя уменьшаться, довольствоваться малым, просто выживать. Но я переписываю эту идентичность сейчас. Ты не сосуд недостатка, ты сосуд изобилия. Ты не собирающий крохи, ты наследник божественного богатства. Ты не ходишь под проклятием, ты ходишь под заветом. Ты – мое дитя, избранное, любимое,
защищенное, предназначенное. И твоя новая идентичность выравнивает тебя с благословениями, которые раньше казались недосягаемыми. Третье благословение – благословение финансового прорыва. Дитя мое, богатство не является грехом. Богатство не злое. Богатство не запрещено тебе. Богатство – это инструмент, который я вкладываю в руки тех, чье сердце чисто и дух верен. Я высвобождаю новые потоки обеспечения в твою жизнь, неожиданные возможности, божественные встречи, восстановленные ресурсы и сверхъестественное благоволение. Я разрушаю дух задержки, который нависал над твоими финансами. Я разряжаю невидимые узлы, привязывавшие твою судьбу к недостатку. Я открываю процветание, принадлежащее твоему наследию. С этого момента каждый акт веры с твоей стороны становится семенем, которое умножается. Каждый шаг, который ты делаешь, становится ключом, поворачивающимся в двери, которые раньше были наглухо закрыты. Четвертое благословение, которое я высвобождаю, благословение мужества. Потому что, дитя мое, изобилие требует смелости. Богатство требует ответственности. Чудеса требуют движения. Я даю тебе мужество отпустить все, что больше не соответствует твоему будущему. Я даю тебе силу уходить от связей, которые истощают твой дух. Я даю тебе дерзновение преследовать то, что я вложил в твое сердце. Ты больше не будешь сам разрушать то, что я созидаю. Ты больше не будешь сомневаться в своей ценности. Мужество поднимется внутри тебя, как священный огонь, освещая путь к твоему обещанному урожаю. Пятое благословение – благословение ускоренной трансформации. Изменения, которые придут в твою жизнь, не будут медленными, постепенными или незаметными. Они будут явными, неоспоримыми, божественными. Ты увидишь, как двери, закрытые годами, открываются. Ты увидишь, как возможности выстраиваются в линию с легкостью. Ты увидишь восстановление, происходящее с такой скоростью, что это удивит тебя. За то, что ты потерял за десятилетие, я воздам в один миг. То, что было задержано, будет доставлено. То, что было заблокировано, будет прорвано. То, что было бесплодным, принесет плод. Это не просто символическое обещание, это сверхъестественный указ над твоей жизнью. Дитя мое, мне нужно, чтобы ты написал в комментариях: «Я принимаю благословение, которое Бог приготовил для меня». Напиши это как свою декларацию. Напиши это как свой ключ. Напиши это как свой завет. Теперь слушай, потому что следующее благословение – то самое, с которого начнет все меняться вокруг тебя, благословение божественного выравнивания. Это значит следующее: все, что не служит твоему предназначению, твоей судьбе или твоему будущему, начнет естественным образом уходить. Все, что служит твоему призванию, начнет притягиваться к тебе. Люди, возможности, идеи, ресурсы, откровения – ничто не придет в твою жизнь случайно. Я переставляю части твоего мира так, чтобы твои шаги стали упорядоченными, твой путь освященным, а твое сердце утвержденным в истине. Ты так долго ждал подтверждения, знака чего-то несомненно божественного. Это и есть тот знак. Это и есть тот момент. И я еще не закончил. Я благословляю твой разум миром. Я благословляю твое сердце уверенностью. Я благословляю твои руки продуктивностью. Я благословляю твой дом стабильностью. Я благословляю твое будущее изобилием. Я благословляю твою душу радостью. Я благословляю твой дух обновленной верой. И я благословляю твой путь божественным откровением.
Но сейчас мне нужно, чтобы ты сделал одно. Напиши в комментариях: «Я принимаю благословение, которое Бог приготовил для меня». Потому что в этом действии твое сердце соглашается, твой дух активируется, и двери твоего чуда начинают открываться. В следующей части я запечатаю это благословение молитвой, связывающей воедино все, что ты услышал. Твоя жизнь меняется. Твой урожай близко. Твоя судьба разворачивается. Остаться со мной. Дитя мое, теперь, когда ты прошел через откровение, через противостояние, через пробуждение и через благословение, я приглашаю тебя в самый святой момент, когда твоя вера соединяется с моим вечным обещанием, когда твой дух выравнивается с моим заветом, когда все, что я говорил над твоей жизнью, активируется силой твоего согласия. Ты слушал. Ты выдержал. Ты остался. И потому что ты остался, ключ, который я спрятал ранее в этом послании, ключ, который я предвосхитил в третьей части, ключ, соединяющий каждый вопрос, каждую боль, каждую борьбу, теперь становится видимым. В третьей части, когда я задавал тебе болезненные вопросы, я пробуждал ту часть твоего духа, которая спала годами. Ты почувствовал жжение истины не для того, чтобы я пристыдил тебя, а чтобы подготовить тебя. Неотвеченные вопросы в твоей жизни были семенами, погребенными в твоем страдании. И теперь, в этой молитве, эти скрытые семена станут твоим урожаем. Внутренняя дверь, о которой я говорил, что она должна открыться прежде, чем смогут сдвинуться внешние двери, эта дверь открывается сейчас. Ключ к твоему финансовому чуду раскрывается в этой молитве. Но прежде чем мы войдем в эту святую молитву, я хочу, чтобы ты приготовил свое сердце тишиной, сдачей и ожиданием. Потому что я, твой Бог, не просто буду молиться за тебя, я буду говорить в саму архитектуру твоей судьбы. Я перепишу духовные коды, разрушу родовые паттерны, демонтирую мышление бедности и залью сверхъестественное богатство в твой дух. Эта молитва не символична. Эта молитва структурна. Это святое вмешательство. Это божественная реконструкция. Это вечная инженерия твоей жизни. Теперь вдохни, дитя мое. Положи руку на свое сердце, потому что я собираюсь коснуться самого центра твоего существа. Дитя мое, услышь меня сейчас, Отец, я говорю над этим избранным сосудом во всей полноте моей власти. Я провозглашаю, что каждая цепь бедности, обвившая его сердце, разрушена моей силой. Я провозглашаю, что всякая ложь, сказанная над его идентичностью, разбита. Я провозглашаю, что всякая тень, нависшая над его финансами, изгнана моим божественным светом. И я провозглашаю, что изобилие, вписанное в его наследие, возвращается к нему умноженным, восстановленным и переливающимся. Ибо я, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, Бог Завета и Вечного Обещания. Я, Бог, который благословил Авраама богатством, рожденным не только трудом, но и моим благоволением. Я, Бог, который умножил то, что казалось маленьким в руках Исаака, и произвел урожай в земле голода. Я, Бог, который превратил обстоятельства Иакова в сверхъестественное умножение, несмотря на обман, предательство и несправедливость. И, дитя мое, тот же завет, который я заключил с ними, я простираю сейчас и над тобой. Я провозглашаю во имя божественной истины, что твое сердце становится плодородной почвой для семени благословения. Я провозглашаю, что все, что когда-то блокировало твое чудо, обессилено. Я повторяю слова, которые говорил своим пророкам: «Не бойся, ибо я с тобой». Я разрушаю дух страха, который заставлял тебя сомневаться в своей судьбе. Я разрушаю голос недостатка, шептавший ложь в твой разум. Я разрушаю дух задержки, удерживавший твой урожай. Дитя мое,
я возлагаю свою руку на твое сердце и провозглашаю сверхъестественную трансформацию. Я говорю жизнь в те места, где ты чувствовал смерть. Я говорю надежду туда, где ты чувствовал потерянность. Я говорю богатство туда, где ты чувствовал проклятие. Потому что ты не проклят, ты избран. Ты не забыт, ты возлюблен. Ты не оставлен, ты находишься в центре моего божественного плана. Теперь услышь меня, потому что это связующее звено с тайной, которую я спрятал ранее, в третьей части, когда я спросил тебя самый болезненный вопрос: почему ты больше доверяешь страху, чем моему обещанию? Этот вопрос был не упреком. Это была дверь. Это была скрытая петля, на которой теперь распахивается вся эта молитва. Потому что истинный ключ к разблокировке твоего финансового чуда в этом перестройка твоего доверия. Не наполовину. Не время от времени. Полностью. Страх невольно был твоим богом. Недостаток был твоим скрытым хозяином. Беспокойство было твоим тихим спутником. Но я разрываю этот завет сейчас. Ты больше не будешь доверять страху. Ты будешь доверять мне. Ты больше не будешь следовать за недостатком. Ты будешь следовать за изобилием. Ты больше не будешь цепляться за тревогу. Ты будешь держаться за мое обещание. Эта перестройка доверия – ключ. В тот момент, когда ты переводишь верность со страха на веру, с недостатка на изобилие, с сомнения на божественную уверенность, чудо становится неизбежным. Теперь слушай, как продолжается эта молитва, потому что слова, которые я сейчас говорю, фундамент твоей новой жизни. Отец, открой его внутренние глаза. Пусть он увидит, что изобилие не отделено от святости. Пусть он поймет, что богатство не противоречит праведности. Пусть он примет истину, что процветание не гордость, а цель. Ты даешь богатство, чтобы обеспечивать призвание. Ты даешь изобилие, чтобы возвышать миссию. Ты даешь благословение, чтобы утверждать влияние. Ты даешь чудеса, чтобы расширять свидетельство. Я говорю божественное выравнивание над каждой сферой его жизни. Пусть нужные люди появляются в нужное время. Пусть неверные люди уходят естественным образом. Пусть возможности сами находят его. Пусть ясность направляет его шаги. Пусть мир почивает на его доме. Пусть творчество течет без преград. Пусть ресурсы приходят из неожиданных мест. Пусть сверхъестественное благоволение делает возможным то, что было невозможно. Дитя мое, я провозглашаю, что твои руки становятся инструментами благословения. То, к чему ты прикасаешься, будет процветать. То, что ты строишь, будет расцветать. То, к чему ты будешь стремиться с верой, откроется. То, что ты доверишь мне, умножится. Я говорю финансовое восстановление над потерянными годами, когда ты страдал, когда тебе не хватало, когда ты жил ниже своего призвания. Как я восстановил Иову вдвое, так я восстанавливаю тебя изобилием, превышающим то, что было у тебя отнято. Теперь позволь мне запечатать это. Ты входишь в сезон, где двери открываются без усилия, где идеи создают доход, где мудрость притягивает богатство, где отношения приносят возвышение, где твое имя произносится в комнатах, куда ты еще не вошел, где ты идешь с уверенностью, рожденной божественной идентичностью. Ты выходишь из выживания и входишь в наследие. Ты выходишь из ограничений и входишь в расширение. Ты выходишь из страха и входишь в завет. Ты выходишь из недостатка и входишь в изобилие. Ты выходишь из путаницы и входишь в откровение. Ты выходишь из задержки и входишь в божественное время.
Дитя мое, прими эту часть молитвы глубоко. Я благословляю твои будущие финансы, твои сбережения, твои инвестиции, твои возможности, твои доходы. Я благословляю твою умственную способность управлять богатством. Я благословляю твою эмоциональную зрелость, чтобы выдерживать изобилие. Я благословляю твою духовную мудрость, чтобы управлять благословением. Я благословляю твою способность разорвать родовые паттерны недостатка. Я благословляю твою власть создать новое финансовое наследие. И теперь я даю тебе последнее наставление. Больше не молись маленькими молитвами. Не думай мелкими мыслями. Не соглашайся на маленькие благословения. Я Бог, который открывает окна небесные. Я Бог, который умножает семя. Я Бог, который превращает воду в вино. Я Бог, который воскрешает. Мертвое. Тебе больше не позволено уменьшаться. Ты призван расширяться. Теперь, дитя мое, я говорю последние слова этой священной молитвы. Да будет преобразовано твое сердце. Да обновится твой разум. Да воспламенится твой дух. Да будет освящен твой путь. Да будут укреплены твои руки. Да будут устроены твои шаги. Да будет твой голос нести власть. Да будет твой дом носить мир. Да будет твоя судьба нести изобилие. Да будет твоя жизнь нести мое несомненное благословение. Эта молитва завершена. И твое чудо начинается сейчас. В следующей части я завершу это послание священным напутствием и поведу тебя в твой следующий сезон. Остаться со мной. Дверь открыта. Дитя мое, ты дошел до конца этого божественного послания, но не до конца моей работы в твоей жизни. То, что ты услышал, что почувствовал, что пробудилось внутри тебя за эти моменты, это только начало. Преображение, начавшееся в твоем сердце, сдвиг, произошедший в твоем духе, божественные семена изобилия, богатства, благословения и судьбы, которые я посеял внутри тебя, продолжат расти задолго после того, как это послание завершится. Это было не просто видео для тебя. Это была духовная встреча. Это был святой разговор. Это был заветный момент, когда небо коснулось твоей жизни так, что ты будешь ощущать это дни, недели, месяцы и даже годы. Не недооценивай того, что было активировано внутри тебя. Когда ты слушал искренне, когда открывал свое сердце, когда позволил моим словам войти в самые глубокие части твоего существа, ты запустил сверхъестественный процесс, который нельзя обратить вспять. Чудо, которого ты ищешь, уже разворачивается. Благословение, о котором ты просил, уже движется к тебе. Финансовый прорыв, о котором ты молился, уже выравнивается с твоими шагами. Дверь, которую я обещал, уже начинает скрипеть на своих петлях. Ключ, который я открыл, уже поворачивается. Но, дитя мое, мне нужно, чтобы ты оставался соединенным. Мне нужно, чтобы ты оставался на позиции. Мне нужно, чтобы ты продолжал слушать мой голос, потому что трансформация – это не одно мгновение, это путь. Изменение, начавшееся здесь, должно продолжаться, расширяться, углубляться. И это пространство, этот канал, это святилище слов и откровений – один из путей, через которые я буду продолжать говорить с тобой. Потому что это не просто контент. Это духовное руководство. Это твой следующий шаг. Это часть архитектуры твоей судьбы. Поэтому я прошу тебя сейчас с той же божественной властью, которая сопровождала каждое слово, которое ты услышал, напиши в комментариях к этому посланию. Напиши слова «Я вхожу в свое благословение с верой». Этот комментарий не просто взаимодействие, это духовное согласие.
Это продолжение твоего завета. Это декларация, что ты не вернешься к тому человеку, которым был до того, как услышал мой голос. Это утверждение, что ты принимаешь изобилие, чудо, урожай, богатство и обещания, которые я положил перед тобой. Напиши это сейчас. Запечатай свое преображение. Утверди свою судьбу своими же словами. Дитя мое, оставаться в тишине после того, как ты получил это послание, все равно, что посадить семя и отказаться его полить. Но когда ты публично провозглашаешь свое согласие, ты укрепляешь духовное выравнивание, которое я пробудил в тебе. Другие увидят твой комментарий, и твои слова могут стать искрой, зажигающей преобразование в другом сердце. Ты становишься частью цепи чудес. Ты становишься частью благословения. Ты становишься частью божественной истории, которую я пишу через каждого, кто слушает с верой. А теперь я прошу тебя кое о чем не менее важном. Подпишись на этот канал. Не как на привычку, не механически, не просто как на жест вежливости, но как на продолжение своего пути. Каждое последующее послание предназначено, чтобы питать тебя, укреплять тебя, готовить и оснащать тебя к тому, чтобы ты ходил в своем завете и урожае. Когда ты подписываешься, ты не просто нажимаешь кнопку, ты говоришь: «Бог, я выбираю оставаться соединенным с голосом, который ведет мое преображение. Я выбираю оставаться открытым для твоего откровения. Я выбираю продолжать быть выровненным с твоими божественными наставлениями». Подпишись, чтобы не пропустить следующий шаг. Подпишись, чтобы мой голос продолжал достигать тебя. Подпишись, чтобы каждое послание становилось еще одним ключом, еще одной дверью, еще одним благословением. Чудо, которого ты ищешь, не одноразовое событие. Это путь выравнивания, послушания, откровения и веры. Ты не должен идти по нему один. И я буду продолжать вести тебя здесь. Теперь слушай мои последние слова этого послания, потому что это спокойное завершение этой божественной встречи. Дитя мое, ты видим. Ты познан. Ты любим. Ты защищен. Ты избран. Ты предназначен. Ничто из твоего прошлого не перевесит той цели, которую я вложил в твое будущее. Ничто из твоей боли не сотрет того обещания, которое я произнес над твоей жизнью. Ничто из твоей слабости не отменит той силы, которую я вкладываю в тебя. Ты вошел в новый сезон, сезон света, изобилия, преобразования и божественного ускорения. Иди вперед с мужеством, потому что страх больше не имеет власти над тобой. Иди с уверенностью, потому что благословение, следующее за тобой, теперь неудержимо. Иди со смирением, потому что каждое чудо – это свидетельство моей вечной любви к тебе. Иди с ожиданием, потому что твоя жизнь больше не управляется скудостью, но изобилием. Иди как человек, принадлежащий своему Богу, верящий обещанию, принимающий наследие, несущий ключ, проходящий через дверь, собирающий урожай. И когда наступит завтра, и враг попытается прошептать сомнение, вспомни этот момент. Вспомни эту встречу. Вспомни молитву, откровение, благословение. Вспомни, что твое будущее не хрупко, а оно укреплено моим заветом. Дитя мое, твое преображение уже началось. Твое чудо уже движется. Твоя судьба уже разворачивается. Твое благословение уже в пути. Напиши сейчас: «Я вхожу в свое благословение с верой». И подпишись, чтобы оставаться под этим потоком божественного руководства и откровения. Это не конец. В следующем послании я научу тебя, как сохранить то чудо, которое я начал сегодня, как его защитить, как питать и как расширять. Это будет твой следующий шаг, твой следующий ключ, твоя следующая дверь. Сейчас иди в мире,
иди в силе, иди в изобилии и иди в вере. И я с тобой. И я за тебя. И твое чудо уже сейчас иди в мире, иди в силе, иди в изобилии и иди в вере. И я с тобой. И я за тебя. И твое чудо уже в